Из книги в книгу, из учебника в учебник, из монографии в монографию, посвященную боксу, переходит схема, изображенная на рисунке. Как считается, на ней изображены оси вращения тела боксера во время выполнения ударов. Вот что по этому поводу написано в книге Романова. Закрепленная ось вращения может проходить через левую ногу и левое плечо, когда центр тяжести переносится на левую ногу, через позвоночный столб, когда центр тяжести равномерно распределен на обе ноги, и через правую ногу и правое плечо, когда центр тяжести переносится на правую ногу. Эта схема впервые появилась в книге Клевенко «Быстрота в боксе». На ее основе автором был даже разработан метод увеличения скорости и силы удара за счет увеличения радиуса вращения путем постоянного смещения вертикальной оси вращения на противоположную сторону тела и опорную ногу. Или другими словами, как об этом пишет Клевенко, путем смены оси вращения в процессе выполнения удара. Но проблема заключается в том, что из всех осей, указанных на рисунке, в природе существует только ось А1. Вокруг других осей выполнить удар невозможно. Чтобы разобраться в сути вопроса, обратимся к биомеханике и законам физики. Для рассмотрения возьмем прямой удар правой рукой, выполняем из левосторонней стойки с полным переносом веса тела на впереди стоящую ногу. В этом случае тело боксера будет представлять собой тело с двумя степенями свободы, вращающееся вокруг оси, закрепленной в одной точке. Это место постановки опорной ноги. В этом случае ось вращения тела человека будет проходить через закрепленную точку и общий центр масс тела человека, так же, как при вращении фигуриста на льду. Так как тело человека имеет ось симметрии во фронтальной плоскости, то и ось вращения будет с ней совпадать и проходить во фронтальной плоскости примерно по линии позвоночника. Примерно, но не точно. Положение общего центра масс зависит от положения центров масс сегментов тела. Вращение будет происходить тем быстрее, чем ближе к оси вращения будут центры масс сегментов тела. Как можно видеть из схемы, в верхнем сегменте туловища, куда входит плечевой пояс, сосредоточена значительная часть массы туловища. Вращение этого сегмента, а значит и плечевого пояса, всегда будет происходить вокруг собственного центра масс, по положению совпадающим с осью симметрии тела. То есть, ось вращения при выполнении прямого удара рукой с переносом веса тела на впереди стоящую левую ногу будет проходить через опорную ступню и далее вверх через общий центр масс, на одной оси с которым должны находиться центры масс сегментов туловища. Только в этом случае вращение будет выполняться максимально быстро. Ось вращения не может проходить через плечевой сустав, как об этом пишет Клевенко. Плечевой пояс всегда вращается вокруг центра масс верхнего сегмента туловища. То есть, общая схема осей вращения тела схематично может быть изображена следующим образом. Главный вывод. При любом способе выполнения ударов руками, плечевой пояс всегда будет вращаться вокруг позвоночника и никогда вокруг плеча. Встает вопрос, что могло послужить причиной возникновения ошибочного определения осей вращения тела боксера. Можно предположить, что это произошло из-за некорректной интерпретации кинограмм выполнения ударов в боксе. Рассмотрим кинограмму выполнения прямого удара правой рукой, приведенную в книге Денисова. Как можно видеть из этой кинограммы, плечо свободной руки в процессе выполнения удара всегда находится над левой ступней. Из этого можно сделать вывод, что именно через эти точки проходит ось вращения. Но вывод будет ошибочным. Такой визуальный эффект возникает из-за сочетания вращательного и поступательного движения плечевого пояса. Из всего вышесказанного следуют важные практические рекомендации. В связи с тем, что плечевой пояс имеет высокую жесткость и вращается вокруг позвоночника, в ударе, можно сказать, в равной степени участвуют как мышцы, двигающие плечевой сустав бьющей руки в сторону удара, так и мышцы, отводящие плечевой сустав свободной руки. А значит, и тем, и другим надо уделять равное внимание при постановке техники удара и развитии физических качеств бойца.